Чечня и до Туре принимала больших футбольных звезд, но я первый, кто решил здесь задержаться надолго. Один из лучших футболистов мира последнего десятилетия приехал в Грозный не доигрывать, а учиться тренировать. Съемки этого выпуска мы растянули на несколько месяцев. Сначала пообщались я в Москве после назначения, а потом в Грозном спустя несколько недель адаптации. Туре рассказал, за что он не уважал Гвардиолу, но уважает Талалаева. Почему ему больше нравится работать в Восточной Европе, чем в Англии. Как ему помогает религия и портит жизнь расизм. Из Грозного мы отправились в Барселону и встретились с Дмитрием Сюлюком, которого Туре называет папушкой и даже назвал сына в его честь. А бывший партнер нашего героя по той самой легендарной Барсе прикинул, какие шансы у Яя стать большим тренером. Представьте, что 5 лет назад вам сказали бы, Яя Туре будет в Ахмате. Вот именно, мы тоже в шоке. Так что давайте с нами. Яя, привет. Добро пожаловать в Россию. Спасибо. Мы находимся в тренажерном зале. Скажи, как твоя физическая форма? Сейчас нет топер, нет плохой тоже. Я думаю, сейчас я такой, знаешь, потому что я 38 лет сейчас, и я чуть-чуть делаю времени, и мне все время. Я слышал, что Юрий Калитвинцев говорил, что ты просил его выпустить на поле, когда ты тренировал вместе с ним Олимпик. Да. То есть ты готов еще играть? Если я смотрю, есть время, я хочу, знаешь, потому что это только форма, знаешь. Если я есть форма, физическая форма, и все нормально, я думаю, я могу играть, знаешь. Сейчас я смотрю, как я должен, может быть, делать тренер, и больше я хочу стать делать тренер, знаешь. Потому что мне важно, знаешь, потому что конечно, я люблю футбол, но играю сейчас, я думаю, может быть, 1 год, и все. И хороший, это лучше я был тренер. Мы забываем Яя Туре игрока, теперь у нас есть Яя Туре тренер. Тренер, да. Я люблю это. Андрей, как Туре оказался в вашем штабе тренерском? У нас с членами нашего тренерского штаба, с Юрием Нагайцевым, с Евгением Княжевым, уже давно состоялся разговор, что обязательно нужно взять авторитетную фигуру, которая имеет опыт игры в защите, в полузащите, для того, чтобы он помогал нам в работе, плюс при этом, чтобы это была фигура, которая авторитетна для всех, для молодых чеченских футболистов, для специалистов, которые работают в футболе. Конечно, нам хотелось фигуру большого масштаба. И поэтому, как-то общаясь с Сюлюком года 4 назад, да, еще когда я работал в Тамбове, он мне сказал, что я закончил, может, попробуешь его, ему надо учиться на тренерство. Но тогда Тамбов не обладал теми возможностями для того, чтобы пригласить Яю Туре. И мы понимали, что это будет достаточно так опасно, потому что у любого игрока, который только что закончил, который попадает в чемпионат России, с того уровня всегда будет надежда или желание ренессанса, то есть вернуться и на этом уровне снова возобновить игру. Поэтому потом уже в Химках зимой как-то мы то же самое вернулись к этому вопросу, обсуждали с Дмитрием это. Но тогда возможности не было у Химок для того, чтобы пригласить в тренерский штаб человека такого уровня. И вот сейчас зимой на сборах, когда прилетел генеральный директор Айдамиров, наш был спортивный директор Руслан Газаев, мы сидели, и я предложил такой вариант. Я говорю, давайте возьмем человека, который будет проводить индивидуальные тренировки, который мусульманин, который разговаривает там на 4-5 языках, и который выиграл, в принципе, в клубном футболе все. Но это не с кондачка, это не то, что вот мы сели, собрались, и завтра решили, он пролетел. Это долго готовилось, долго обсасывалось, сейчас реализовалось, и я думаю, что мы все довольны этим. How did you find out about this opportunity, about Ahmad? How did you even find out about this club? I think I was in Kiev, because I arrived in January, I was at Kiev, and I have a chat with my father, you know, and we talk about maybe joining Russia, maybe depends the way I feel. And I was saying we just started the second round of the league. I cannot left now. Even I'm coming to Kiev for free. I was on holiday, just enjoy time with my family back down in Ivory Coast. And I have a father call me to say like, Coach Andre want to talk with you.
I was shocked. I said, oh, but now we're on holiday. Let's wait until maybe 4 or 5 days before we started. He said, no, you want to talk with you because I think what makes the things going so quick is because Coach Andre is so passionate about football, you know, and the way under staff and as well, we all understand because when a player with a big name and big figure come in one clubs with the coach, a lot of coaches are afraid. They are afraid because they're afraid of maybe they're going to lose their place because the guy is coming and they're going to lose all the control with the director, the people on the top. But Andre was not like that. He was just quite open and he knew my problems as well because I want to be coach, but I don't have any experience. Of course, I have experience with some as a player, you know, with the high-level club, a high-level manager, but being coach is something different, you know, because coach and players is totally opposite stuff. You say father. Father is Dmitry Seluk, Yeah. as I understand, yeah? Yep. Or how do you call him in Russian? Papushka. Папушка. Папушка. Бытует мнение, я вам скажу абсолютно искренне, Да. откровенно, что ваш успех в футболе – это один большой кейс – Туре. Смотрите, ну, завистники, мерзавчики, негодяйчики. Ну, все, мы же знаем, люди завистливые, часто хотят опорочить что-то, где-то сказать и так далее. Берем первым моим футболистом, которого я перевез за границу, это был Желудков. Юра Желудков, который в то время играл в «Зените». На старости лет я его вывез в Израиль. Сергей Юран, который практически закончил свою карьеру в «Спартаке», я его взял, подписал в «Штурм Граз» в Австрию, где он играл в Лиге чемпионов и, более того, продолжил карьеру и был счастлив. Дмитрий, ну, при всем уважении к Желудкову, к Юрану, к команде Смотрите, «Штурмградс», есть подождите, Яя Туре. Веретенников лучший Супер. Нападающий России, больше всех забил. Куда поехал? В Бельгию. Кто сделал? Но Я. это не Туре. Джорди Кройф, сын легендарного Кройф. Скажите мне такую вещь. Я представлял его интересы, и он точно так же, как и я, играл у меня в Донецком «Металлурге». Дальше. Эрик Абидаль тоже в определенный этап его карьеры, его интересы представлял я. Я понимаю, что для определенной аудитории, которые вот где-то ищут у Селюка, ну, чтобы у него найти что-то такое отрицательное. Вот, я сделал его. Запомните такую вещь. Нобель и вот эти все людишки, которые так думают. Селюка нигде, никто, никому ничего не делал. Селюк сделал все сам. Я создал Яю. Я создал Яю. И он это подтвердит. Your son's name is Dmitry. Yeah, Ryan Toure, Ryan Dimitri, Abdul. Ryan Dmitry Abdul Ture. Yeah. Ryan for whom? Or just the name you liked? Yeah, no, it's an only name because my wife give Ryan, my father give Abdul, and me I give Dimitri. Why did you need that third name, Dmitry? This is typical African, you know what I mean? When you've been staying with someone, you like it and you appreciate it and you've been with it and you don't know how to say thank to him, you just give it a name to your, you know what I mean, to your son or to you know what I mean, to your son or to the person you like it. You give it the name to it and he stay with you as much as can, you know what I mean? Because unfortunately life is different, you know, we have to accept it, you know, stuff because the stuff is coming around, people staying, people going, but me, I wanted to stay longer. That's why I give to Ryan Dimitri. У вас был период, когда был конфликт с Туре. Когда он поехал в Китай. Ну. С чем он был связан, этот конфликт? Потому что я категорически настаивал, чтобы я закончил карьеру. Почему? В Китае много денег. Нет, дело не в этом. Я считаю, это мое убеждение, что вовремя уйти – это как Искусство. и вовремя прийти. Да. И я ему сказал, чтобы он ушел чемпионом, а не поехал в Китай
и приехал там это. Он достаточно заработал за свою карьеру, чтобы эти лишние деньги ему не нужны. Лучше бы он начал карьеру тренера чуть раньше, он бы уже сейчас мог тренировать и быть не помощником Талалаева, а быть главным тренером какой-либо команды. China was a huge challenge for me, of course, because the team was the second division. We have to take them in the first. I have to help them to go to the first division and the Super League in China. It was huge demand. It was very difficult. It was hard pressure for me as well. And days after days, because I was not so young as well, I understand it. In some way, when I was 25, 28, 26, I can handle the pressure with my physical and mentality. And when I get to some age, because in China I was 36, 37, I want to have some low pressure, low things, but the demand was so high and I need to perform on it. So Dmitry was right. He was right at certain time, but my body was demanding me as well for me to just try to finish in the high level, and after that, not high level, high demanding project, and after that, move on, you know what I mean? Многие футболисты после окончания игровой карьеры остаются в спортивной индустрии. Но не все ограничиваются стандартными амплуа тренера или эксперта. Бывший партнер Туре по Ман-Сити, Винсан Компани, например, помимо тренерской карьеры, решил попробовать себя в диджитале и инвестировал в инновационный британский VR-стартап Mi Heipa. Там создали программное обеспечение Rezil, которое позволяет виртуально играть в футбол, тренироваться и анализировать различные игровые ситуации. В Ливерпуле, например, его уже активно используют для развития игрового мышления футболистов. А этим летом Rezil выпустил Player 22, самый технологический VR-спортзал, который уже протестировали лицензированные специалисты и тренеры УЕФА. Инвестиции в проект составили около 2 миллионов фунтов. И его поддержал не только Винсан Компани, но и другие известные футболисты — Тири Анри, Гарри Невилл и Майкл Антонио. Учитывая, как стремительно развивается рынок цифровых технологий, сейчас самое время попробовать себя в диджитале. А чтобы понять, с чего начать, можно пройти бесплатный курс нетологии Digital Start — первый шаг к востребованной профессии. За 2 недели на курсе вам расскажут о разных интернет-профессиях и примерном диапазоне зарплат. Вы попробуете себя в дизайне, программировании, маркетинге, управлении, аналитике и получите обратную связь по своим работам, а также составите карьерную карту, по которой вам дадут рекомендации. Плюс для самых активных участников курса «Нетология» разыграет грант на обучение и подготовит персональную карьерную консультацию. Таким образом, вы сможете попробовать новое направление, ничем не рискуя, и поймете, готовы ли вы учиться дальше. Если продолжите, то в процессе обучения сможете регулярно общаться с экспертами и командой сопровождения, которые проконсультируют по любому вопросу и помогут в поиске работы. Переходим по ссылке в описании, записываемся на бесплатный курс нетологии Digital Start — первый шаг к востребованной профессии. Ну а если решите продолжить обучение уже на одном из платных курсов, вводим промокод Нобель и получаем скидку 45%. Now, Yaya, we've prepared a short quiz for you about Ahmad. I'll tell you 5 facts about the club, about its history, and you are to say if it's true or is it false. Yep. So the first one. The best goal scorer of Ahmad in the Russian history has less goals on his record than yourself at Manchester City. I don't know, to be honest. I don't know, to be honest. No, I know that you don't, but you should guess. Yes, Yes. And that's a yes. because I know it. I didn't know it, but no. Andrei Fitkov, he has 54 goals, and you scored 79 for Wow. Manchester City in all competitions. Fact number 2, Diego Maradona has played at the Ahmad Arena. I think that's true. I think that's true. True, yes. So what might it have been? Oh, maybe just coming to play for different staff, like charity or staff, or maybe manager. No, I don't think so.
Maybe for charity, maybe for something like that. It was the opening of the Ahmad Arena. Arena, you see that? No stuff. And actually that team, that all-star team, they lost to the host team, led by Ramzan Kadyrov. 5-2. I think there was no coordinated, maybe. Because it was a great player there, to be honest. Fact number 3, Ahmad has never played in the European competitions. Yes. You think it's true? Yeah, that's true. Yeah, it's false. Oh, gosh. There was a time in 2004 when they won the Russian Cup. 2004? Yeah, yeah, that's true. I've never worked. They won the Russian Cup and they qualified for the UEFA Cup. Oh, okay. They didn't I didn't know. They didn't make it into group stage, but still they were. Yeah, qualify, yeah. That's true. Yes. Because when you qualify, yeah, that's true. Fact number 4, Mohamed Konate, who you know well for sure, is the only Ivorian player in the Ahmad history. No, false. False. We was one before. There was one before? Yeah. You're acquainted with him. Yeah, because me, I'm good, because I'm checking everything. It's true. Yeah, it's true. It was Idrissa Doumbia. Idrissa Doumbia, yeah. Yeah, he moved to Sporting Lisbon. Yeah, after that, yeah. Well, you prepared well. And No, I was not prepared. I know all the things. Okay, 3-1, you win anyway, but the 5th bonus question. Yes. A former Chelsea coach managed Ahmad not long ago. Former Chelsea coach, Manaj Ahmad. Former Chelsea coach. Can I have his name first? Sorry, oh no. Can I have his It name? would be too simple. No, I don't think so. It's false. It's false. Because I think the Chelsea one I know is Gus Hiddink. He managed the yellow one, other team. It was across. I forget the name. Yes, Gus Hiddink managed Anji. Anjida. And do you remember another Netherlands coach, Ruud Gullit? Oh yeah, that's true. Jesus Christ, yeah, that's true. Yeah, Ruud Gullit. Yeah. Because Ruud Gullit, the story was, I think, Grozny is a Muslim place, you know, and you cannot have a party, the things like that. And I hear about it, and as well, I hear about it, and it was too much. He was doing things too much, and they don't like it. And after that, I have to leave. Yeah, it was Ruud Gullit. That's true. This one I get it out, but no, but it's fine. You still win. Yeah. You still win. Congratulations. Thank you very much. Now you know more about Yoni Club. So, we're in Grozny. Tell us a couple of words about your new home. Did anything surprise you here? No, I think it's good. I find the place quite nice, quite friendly, and as always, the mosque close to the hotel where I live. I think it's good stuff, to be honest, for the beginning, to be honest. Every time you visit this mosque? Yep. Every Friday. Every Friday? Yep. Does the religion play a big role in your life? Actually, since I was kids, we grown all the time, going to the mosque every Friday, From the family, from the father to the mom, we always do that. And I think, see those things like that, I think is help a lot sometimes, Because as the believer person, sometimes you have, when you have some difficulty and you pray a lot, and when the things you realize, you feel great, And as well as a human, I think for me, it's very important, to be honest, because of course I pray before, when I was football player, I was praying before the games, I always do the prayer before anything I do, when it's important for me, Well, when I went to different places of the country, it was quite difficult to find a mosque close to where I live, Because for me, it's more easy. For example, in my hometown, when I go back home, I have the mosque in my house, And that's easy for me, because for me, when I have this kind of place close to me, I think for me it's more easy to go there, And in Manchester, in Barcelona, not the same? No, it's not. Barcelona was quite difficult because I was living far away, with the traffic. But Manchester was, it was quite easier because it was not too far, maybe 10 minutes, 15 minutes maximum. But Barcelona was, with the traffic in center of Barcelona, you can count maybe 45, 1 hour, And after that, if you have to manage that between trainings, after trainings, it's quite complicated because we have on Friday, we all brothers, Muslim, we pray in the one time, and at 1 p.m., 1:30.
when you miss that, it's quite complicated, you know. About Chechnya, this region is quite different to the other regions in Russia and in Ukraine. Yeah. How do you find it? Well, for example, you can't wear shorts here, do you? Yeah, that's why I wear the pants and socks. And as you can see, when we're in the lift, I try to grab the girls and we say no, because I forget it, you know, because we usually do that in Europe, you know. In Saudi Arabia, no. Dubai, you can do it, but yeah, it's more strict, you know what I mean? But it's what it is, you just have to adapt, you know what I mean? You cannot change nothing, of course. You mentioned you are quite serious about the religion. Do you or did you ever drink alcohol, like from time to time maybe? No, actually, you know, because... You played in England, you played in Ukraine. Yeah, no, because in England it's quite complicated, because England, when you play out there, sometimes you have the party with the team. Sometimes some of the teammates, they can play with that, you know what I mean, drop some alcohol and things, and it's part of the game sometimes, you know. It's quite very, very complicated, you know, and you don't know, you think it's Coca-Cola, you take it, and after that, it's messed up everywhere. But I think for my 9 years I've been in England, it was quite fine, you know what I mean? It was quite fine, you know, this was a control, and the player was able to control all that until one day they was put the things because I think this year we win the league, and we organize one travel, all the players together just to you know what I mean, to share that moment together. And yeah, I think they get too much. Who? Now, some players, you know, because in the group you always find a funny or stupid person, you know, and you don't know. Well, I was not so happy, but you know, you have to deal with that. Когда эта идея возникла? Именно с Ахматом. Много родственников у моей жены жили в Грозном. И она практически каждый год проводила в Грозном. Вот, и всегда мне хотелось для Ахмата сделать что-то хорошее. Ну вот, смотрите, там и Канате уже, там уже Сибай. Вот я помощником Талалаева. Я считаю, что это очень хороший ход с их стороны. Почему? Потому что в Чечне, безусловно, приход такого знакового футболиста, бывшего, как Яя Туре, будущего, возможно, тренера топового, естественно, это привлекает внимание, мало того, международной общественности, это везде об этом писали, и в Англии, и во Франции, и так далее, и тому подобное. И, естественно, для развития детско-юношеского футбола в целом в Чечне, причем Яя готов проводить, как мы и говорили о том, что уроки с детьми в Чечне, причем не только те, которые вот в Ахмате, а просто в обычных клубах, на улицах. Дмитрий, а нет обратного эффекта? Вы говорите, что большое внимание международное к карьере Туре в Ахмате. Но мы знаем, что команде клуба «Ахмат» внимание есть действительно серьезное. Я имею в виду разнообразные санкции, разнообразное внимание, разнообразные проблемы, которые есть. Это не может быть проблемой для Туре, для его будущей, как вы говорите, звездной карьеры тренера? Возможно, это может быть проблемой и для Туре. Но как раз Туре и говорит всему миру, что в Ахмате все в порядке, в Ахмате все хорошо, в Ахмате все прозрачно. И идет нормальная, рабочая, профессиональная работа в клубе. Chechnya is poorly famous in the Western Europe for violation of the human rights. Yeah. Have you heard anything about it, and what do you think about it? No, to be honest, I didn't hear nothing about it. But the most important things for me is just I want to change the mentality of people. My venue up there, I want to show to the people this place is different, and this republic can be lovely as well, you know. And as a Muslim, I'm going there with freedom and with happiness because I want to go in there, just enjoy, see the president of the republic, the president of Ahmad, the club Ahmad, and as well the fans as well, you know, and just exchange. And they want to see the way I'm thinking, they want to see the way I have my mind set up, and things can change, you know what I mean? So you believe you can take the best of the Western mentality and put it there as well? Definitely, we'll see. You will see. Yourself, you're going to ask my question tomorrow.
До открытия трансферного окна меньше 2 месяцев. Одна из главных интриг РПЛ, где продолжит карьеру Сердар Азмун, контракт которого истекает следующим летом. «Зенит» в этом сезоне делал несколько попыток продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу, и, кажется, в Петербурге с этим уже смирились. Буквально на днях главное французское издание «Экип» написало, что к варианту с иранцем вернулся Лион. Но, по моей информации, ближе всех к подписанию нападающего сейчас Аталанта. Недавно 2 скаута бергамасских даже специально прилетали в Петербург на домашний матч с Ювентусом. По их мнению, Азмун своими игровыми качествами напоминает Дувана Сапату. Он такой же прыгучий и хорошо играет головой. На колумбийца уже несколько окон подряд большой спрос, поэтому Аталанта активно прорабатывает варианты замены на случай продажи Сапаты или другого колумбийского нападающего Луиса Муриэля. В любом случае, переезд Азмуна в Бергамо — вопрос пока открытый, и чтобы он состоялся, должно совпасть сразу несколько факторов. Для того, чтобы выиграть экспресс в инлайне, тоже должно совпасть несколько событий. Но теперь, благодаря новому экспрессу экстра, ставить на несколько событий стало выгоднее. Чем больше событий в вашем экспрессе, тем больше бонус на выигрыш. В зависимости от размера экспресса, Винлайн дает бонус до 50% на выигрыш. Скачиваем мобильное приложение Винлайн, регистрируемся и играем в экспресс экстра. Какие у него здесь обязанности в вашем штабе? Потому что пока, как я это слышу, больше такие у него моральные, то есть поддержать, поговорить с кем-то, или он должен что-то конкретно делать там по игре центральных хавбеков, либо там по игре защиты. Что он делает на тренировках? Ну, во-первых, индивидуальные занятия с молодыми чеченскими футболистами. То есть у нас 1-2 раза в неделю, в зависимости от цикла, какой он, 6-дневный или 7-дневный, проходят тренировки, и они вместе с тренером по технике ездят и предлагают именно упражнений, которые позволяют максимально быстро подтягивать слабые стороны. То есть у нас есть общий тренировочный процесс, который построен на сильных сторонах футболиста. А индивидуальные занятия направлены, как правило, на то, чтобы подтянуть слабые. Второй момент, еще раз, это участие в разработке стратегии, планов на матч и составление вариантов А, Б и С. То есть не всегда изменение плана на игру — это какие-то замены. Можно переставить футболистов, можно изменить схему, можно, условно говоря, разбить матч на определенные периоды, там, сыграть поплотнее, поближе к воротам, подальше. И вот человек, который чувствует это и чувствует изнутри, в большей степени даже еще. Почему я говорил о том, что нам нужен был футболист, который недавно закончил? Потому что у нас взгляд уже, все-таки как-то выработался, он такой единый. Мы ловили себя на том, что мы уже на многие вещи смотрим одинаково с членами нашего тренерского штаба. Он добавляет нам вот это, он делает свои предложения. Был ли случай, когда вы каким-то планом Туре воспользовались? И какой это был матч? Матч с Рубином воспользовался, к сожалению. Но мы, как все хорошее мы приписываем себе, правильно? Все негативное мы приписываем людям со стороны. Вот план, который предложил Туре, на мой взгляд, был немножко недоработанный, больше на эмоциях, чем на аналитике. И, к сожалению, второй тайм это показал. Все-таки, наверное, есть футболисты, которые должны созидать, есть футболисты, которые должны разрушать. Это абсолютно точно. И у Яя все время желание больше играть с мячом, больше играть в доминантный футбол, больше, чтобы было футболистам, которые с мячом хороши. Но я думаю, что баланс — это то ключевое слово, которое вот в командах-середняках, которые пытаются подняться выше, должен обязательно присутствовать. Были случаи, когда Туре брал и сравнивал, говорил: мистер, коуч, в Барсе по-другому, в Сити по-другому, давай эти методики использовать? Но, во-первых, на первых порах очень сильно, потому что он приехал как раз на сборы, когда пик нагрузки был, да, именно функциональный, и очень помогли там его заверения футболистов, что во всех больших клубах они тоже бегали без мяча, а Пеллегрини бегали в 2 раза больше, чем у нас. Поэтому я понимаю, как они сейчас достигают результата. Вот. Во-вторых, некоторые упражнения, он прям говорит, вот мы там в Сити использовали для того, чтобы мяч быстрее уходил из зоны отбора, вот такие там упражнения. Они идут вот через такие комбинации. То есть мы отталкиваемся от определенной фрагмента игры,
потом подбираем под него упражнения. И я проводил несколько тренировок. Отдельно мы брали прям всех центральных полузащитников, защитников центральных, которые начинают эту комбинацию, и делали варианты выхода из-под давления. Я вот со Швецом разговаривал, с Антоном, он говорит, что конкретно его подсказ очень помогает. Например, мы пытаемся добиться коммуникации внутри команды, но никак не можем это сделать. И я сказал, что если бы я играл вот, ну, и не гнал бы Хави, да, там, и там голосом сделать закрытый мяч, я бы, говорит, никуда не успевал с моими медленными ногами. То есть он сам реально понимает свои возможности. И вот он учит именно этому общению в этих упражнениях не только делать какие-то технические элементы, а именно больше коммуницировать, больше подсказывать и больше устраивать взаимосвязи в команде. Ну, во-первых, опыт, который он получил за свою карьеру. Он играл с лучшими футболистами и тренировался под руководством лучших тренеров на планете. И я уверен, он многому у них научился. Я считаю, чтобы стать тренером, в тебе либо это есть, либо нет. И у Я всегда был продвинутый взгляд на футбол. Он играл на позиции, с которой управлял игрой. Так что в тактическом плане он был очень умным футболистом. И страсть к этому виду спорта, она привела его туда, где он сейчас. В раздевалке он говорил немного, но на поле — да. Он очень хорошо понимал тактику, все знал наперед, все просчитывал. И тем, кто играл вместе с ним, было от этого проще. Мы знали, что значит каждое его движение, и он здорово подстраивался под движение своих партнеров, определял дистанцию между ними. Так что если брать и технику, и тактику, он был игроком сильно выше среднего уровня. You have a family in London, right? Yep, yes. And you also started, I don't know, studying this coaching badge, yes, there in London. Yeah. So why moving to the Eastern Europe? Why Olympique? Why Ahmad? Is it so low profile for you? No, because I think, yeah, because people always judge it. Because for me, it's always been something really, really important. Because when you want to get to one day to the job or to the something like really important, you don't have to lie to yourself. But why I come to Ukraine? Because it's always been like that. Because when I started my career as a footballer, I started, of course, in Belgium. After that, I come in Ukraine. Now I started my career of coach in Ukraine first, and I come because I always have to have a step to understand everything around. Because for me, it's a huge experience. For example, I can go to City, I can go to Barcelona, I can go to any place else. It's gonna be maybe much quicker, maybe much slower, maybe I don't know. But me, always want to take my time with people who just appreciate me, want me to understand, want me to work properly and as peacefully and just growing, you know. Is it not the same in England? It's not so peaceful? It's not the same in England because I know I have a time with the coach Andreu, with his staff, because you see, when you see them, they all, like my father, they just want me to understand and make me learn what is a really coach as about it. Because if you, for example, because I was in QPR, I was in Blackburn, the coach up there, they was afraid of my profile, you understand what I mean? They was like, look at me, oh no, this one can take my place. And, you know, and it's difficult, you know. And I understand that because when I come, I didn't come when Coach Andre wanted me to come and act mat, he didn't fear, you know. You see his son just want to teach him the way you want him to understand football because he knows I've been big players, I'm a footballer, but as a coach, I never done nothing yet. And I need help. I need someone who's gonna take me on his shoulder and just show me what to do, what to look in, and what to just focus on it first. And these things I didn't know before because in Europe, the coaches there, I don't want to blame them because I understand they don't want to lose their job because when you are a big profile, you come in one club, you know, the people on the top, they just, we prefer this guy, you know, because for the image, the things is much better, you know. And the low coach, you know, if you don't have a name as a footballer, as a coach, you know, can be behind, you know. Andre is not afraid, you believe? No, Andre is not. Because, like I said, because I need to have a step by step. And
People have to be, have to be clear what I come here to learn with Coach Andre. I don't come here to take the place of Coach Andre, Claude Vladimirovich, or his Coach Yuri, even stars. No, the staff are brilliant. They receive me here very well. The first day I come in, they put me in the job. Okay, yeah, you have to do that, you have to do that. You have to sit there, you remember that, you do that, we work like this. And, you know, it was so quick and it was so good, I like it, to be honest. Дмитрий, вы говорите, что Туре супер талант как тренер. Да. И он работал с Пеллегрини, Гвардиола, Манчини. Банальный вопрос. Почему никакой тренер статусный не взял его к себе помощником, а он поехал в Ахмат? Нобель, еще раз повторяю. Это я делаю карьеру. Любому футболисту, тренеру, неважно, с кем я работаю, а не они. Я лучше знаю, куда ему поехать. И поэтому, вот как правильно ты говоришь, что вот есть проблема на сегодняшний день, допустим, Ахмат. Он приехал туда по зову сердца как бы. Тебе это не понять, ты не мусульманин. А ему это понять. И он доволен, что туда приехал. И он себя шикарно там чувствует и находится. Но, естественно, это определенный этап его карьеры. И в дальнейшем там есть главный тренер Андрей Талалаев, который там, я не знаю, и будет работать, а я там, возможно, у него поступит предложение там дальше развиваться и где-то быть главным тренером, он пойдет дальше. Участие в переговорах. То есть мы участвовали вот в переговорах с марокканцем, к сожалению, не сложилось, слишком большие материальные запросы футболиста. Когда я ему сказал, что в Грозном абсолютно спокойно, можно жить, все тихо, спокойно, его все устраивает, что рассказал о мечети, которая здесь построена, то, в принципе, мы получили предварительное согласие, марокканец готов был ехать. Не сошлись уже потом, я не знаю, по каким финансовым вопросам, это нужно разговаривать со спортивным директором. То же самое сейчас. Мы ведем переговоры с двумя игроками, игроком сборной Боснии, там, человеком, который играет во французском Ниме. Участие в пресс... Ну, мы делаем такую конференцию, да, конференц-связь, когда я включается в разговор, я вижу просто по реакции игроков, что они по-другому начинают смотреть и как бы воспринимать информацию. Это только из официальных, да, а неофициальные, это, как вы правильно говорите, это поддержание морального уровня, то есть пошутить на любом языке, там, хочешь на английском, хочешь на французском, хочешь на испанском, с любыми игроками, участниками процесса, в момент дать короткую характеристику там, к изменению. Yeah. What's the hardest part of being a manager? Not to just try to make some players happy, it's just so complicated. And So it's the mental side of things. yeah, mental side the most, because you have to, it's not easy to keep them, all of them happy. It's very, very difficult, you know, because if you go to human way, it's difficult. But if you go to the part of the job, you have to do it, you know, because it's part of the job. But it's very sad, it's very difficult. Because when I was a player, I didn't realize that, but now, when I see some players, I have a feeling for them, but they're not right for this game or for 4 games, next game they're good or they, you know, because sometimes you have to choose. Before it was easier, but now it's much complicated because the years change, the mentality changed. In what way? And the way like in life, because the new players now, it's not easy for them to accept stuff, you know. In the past, there was more like, okay, you know, professional, you know. Now they're professional, but it's very hard for them, you know what I mean? Because we have a network, social network, we have the press, we have the medias, we have a lot of things going with all of them, you know what I mean? They're more like, they have more presence, like, if I'm not playing, I have to go. And you want to keep him because he's a good talent, you want to use him for a couple of games. But he said, I want to play all the game. And you see sometimes it's impossible, you know what I mean? You have some games you cannot use them, you know, but it's part of that. Before it was more like a simple, more like job. But now one is more. So now they are more vulnerable. They're more vulnerable, you know, because the most important, you don't have to lose their mind. Don't have to lose their head, because if you lose their heads, to get them back is complicated, to be honest, because it's gonna say, oh, I'm not feel confident, I'm not feel happy, I'm not playing, I want to go back home, I don't have my family, you know. They're quite like childish. They're not strong like before. Before we were strong, you know what I mean? When the staff was like that was coming in, you know, you see the guys just continue and never give up. But now,
6 months you not play, and this time the window transfer, you want to go straight. You said, no, but about you too, because I want to change the team. I want to play in the way. But he said, no time. My age is passing. Money is going, contracts, I want to play that. You know, it's very, very complicated, to be honest. У вас были ошибки в карьере Туре? Нет. То, что вы говорили, и он делал неправильно, Нет. или вы неправильно говорили? Нет. В этом и была У вас не было ни одной соль. ошибки с Туре? Нет. Возможно, не совсем в один момент мы, может быть, разошлись с Пепом Гвардиолой. Вы с ним поругались? Да, Лично. но не поругались. Ну, поругались. Мы разошлись. Почему? Потому что Я Пеп... помню пикировку в прессе между вами и Пепом. Пеп, безусловно, Пеп, возможно, хотел, чтобы я и остался в Барселоне, но я ушел тогда в Манчестер Сити. И вот, кстати, опять же, когда некоторые говорят, это как подтверждение слов. Манчестер Сити тогда был никакой клуб. Никто не знал, что такое Манчестер Сити. Они даже в Лиге чемпионов даже близко не подходили. Они были там 7-8 место. И когда из Барселоны человек, выигравший все трофеи, которые можно в клубном футболе, перешел в Манчестер Сити, это был шок. А это сказал я в это время. Нас не даст, опять же, мне соврать Роман Аркадьевич Абрамович, который тоже был не против взять в Челси его. Но я перешел в Манчестер Сити, потому что я сказал ему перейти в Манчестер Сити. Потом же и Пеп туда перешел, и вся Барселона туда перешла, и Чики, и Сарьяно, все пришли туда, к Яе. Но вот я хочу сказать, единственный вот этот вот момент, о котором я, наверное, сожалею, что мы поругались с Пепом. Из-за перехода Туре? Да, надо было как-то, наверное, более найти какой-то компромисс или какой-то момент такой вот, чтобы вот этого вот не было. When did you make a mistake? When you apologized, or previously when you blamed him, or when you had quarreled with him? When was this mistake made? Don't you, You know, regret because it? in the life, is never a mistake. Things never happen as a mistake. Things happen as you have to be happening. Because people sometimes, what they know, they just judge the situation. And me, I put myself on top of that. You know what I mean? Because I'm a type of guys who are honest. And sometimes when I'm so honest, people thinking I'm saying something against someone or others. For me, I see the world as equal. You know what I mean? I mean, in my mind, in my memory, there are just two footballers in the world who didn't respect Josep Guardiola. That was Zlatan and yourself. Nice company. No, but I think it was a lot of them, you know. But the thing is, what I really like it. I think everybody, you know, things can happen. You know, we're all human beings. Like you can say some stuff, hard stuff to someone, and maybe tomorrow you just don't want to happen it again, and sometimes you don't want to exchange with him. Do you wish you could go back to normal relationships with him, with Pep? With who? With Pep. I don't know, you know what I mean? Because me, I'm a positive guy, you know what I mean? I'm just someone who respects people a lot, and when he make a mistake, he apologizes for it. But when he knows he don't do a mistake, even I don't do the mistake, I'm apologize again. Because for me, be a human, be a person, and have a big personality is not because you just like, I'm wrong, I'm like that. I'm right, I'm like that. No. That's why for me it's really important when sometimes I have to pass time with the young lads, they want to understand. My idea is to give them the good example, you know. Sometimes you're right, say sorry. Sometimes you're wrong, say sorry. Because it doesn't matter. What are you going to lose by saying sorry to someone? Maybe you hurt him, maybe you don't understand the way you want to do it, or you don't understand your way. You just say sorry, and if things move on, you know, and you're just going on with him as well. And after that, you understand you guys were honest, you don't like some stuff. You've mentioned that there are not many African managers in the world. There are not many black
managers, even Europeans. Yes. So do you see bias here in this field? Because in England, they even have the initiative of promoting ethnic minorities managers. So they make special places for them and so on. So how do you see it? Is there really bias towards black-skinned managers in Europe? Of course, it's a big topic on there. Patrick Vieira has been sacked on this job at Nice. Thierry same way with Toronto and Monaco. Because, of course, those two have been high players level, to be honest. But did they take the time to just get the things done properly? Because, of course, at the end of the day, years after years, you know, the football is going more business. Football is what for the honor, for the people who invest in the club. You want the trophy, because if you don't win enough, you get rid of it, and it's hard. People have their voice when it's going to the minority people who try to go in the industry of the managerial industry, because it's normal because they are mandatory, you know what I mean? But if we give ourselves a lot of knowledge, you know, like my brother, for example, working at Leicester, of course it's not going to be easy, but things will change. I don't know how many time or how long it's going to be, but things will change because, of course, if you see great players, what you can do? You can only sign him. You know what I mean? But if you see the average one and he's not on what you want to have it, you don't sign him. But it's to us to improve, to show we are there, we can be better, we can be as much they want it, and we can be perfect as much than others, you know. Одна из главных проблем, которая часто окружала Туре в карьере, это расизм. Вот в России он, может, уже жаловался, сталкивался с ним, как ты говорил, вам, коуч, тут проблемы на стадионах, что-то такое было вообще? Ну, вы знаете, мы давно с вами друг друга знаем. У меня такой юмор, он на грани сарказма. Во всяком случае, наши шутки и подтрунивания над ним пока не вызывают у него антипатии. Поверьте мне, мы как из фильма «Брат 2», да, как нас учили, так мы с ним и разговариваем. И все это нормально воспринимается. И мне кажется, немножко преувеличены все эти вопросы, просто немножко выдернуты из контекста. Поэтому нужно четко понимать, что у нас и как происходит. Do you know the movie, the Russian movie «Брат»? Brad, yeah, I never watched it. You never watched it? Never watched it. I never watched it. Maybe I will try it. Yeah, try it. It's old, but it's good. На каком языке вы с ним общаетесь? На любом. То есть, во-первых, итальянский очень сильно похож, поэтому, когда мы разговариваем с тренером по физподготовке на итальянском, он понимает и говорит какие-то вещи. Je parle un peu français, je fais mes études à l'école primaire, то есть французский тоже в элементарных там понятиях у меня есть. I can speak and read English. Я понимаю очень хорошо английский, к сожалению, без практики очень сложно на нем говорить. А как же русский? Ну и на русском я постепенно возвращается та практика. Тяжело после 8, по-моему, лет, да, в Англии, тяжело вернуться к русскому, но он у него совершенствуется потихонечку. You speak 6 languages, as I know. Yeah, I try because it's difficult when you change place. You know, sometimes you get messed up, but sometimes, yeah, I understand quick. And like we said in Europe, it's even easier when you have a girlfriend in the country. Do you remember the situation in the Etihad Stadium tunnel where you and Peter Adamvingi greeted each other and spoke in Russian language? Yeah, I remember. Peter Wengi is like one of the brother, you know. He's a very, very nice guy. Now I think I heard he's an agent now, but I remember, you know, because he was good, nice time, because that's how you can see. Straight away, when we greet each other, we should speak maybe English or French. Straight away we get there, because... How did you choose Russian? Not because we don't want people to hear about what we're saying. That was much easier, you know. Because sometimes, you know, you have the media around, you have people around, you just sneaky, they just want to hear what you're talking about. Because we're in different team, you know, we were playing against each other. Conspiration. It's complicated when you're opposite. But you understand,
the Russian audience, they turn on the TV, see the two African players, greet each other like, "Привет, брат, как дела, брат?" And Of course, it's everywhere like that. You know what I mean? It's very, very like that. But if you wanted to not be here, what we're saying, because we respect each other a lot, you know, and we can speak English as well, you know, and that's part of the things. Because when people recognize you, you understand what you're saying, and you want to talk to you properly, and his coach or his friends don't understand the language. For him, it's easier and he's happier, you know, and it's good as well. I think for the country, for the Russian country, to know like. Some Africans are very, very dedicated for the country and talk the language is fascinating, to be honest. Яя любит футбол, это его жизнь. Вот для него, я же знаю его, а с точки зрения воспитания и с точки зрения он у меня как мой старший сын. Я уверен в нем на 1000%, что он хороший, нормальный человек. Не негодяй, не мерзавец, нет. Более того, вот он сегодня, например, заявил о том, что в своем твиттере, что в связи с ситуацией, которая возникла в Барселоне, учитывая ее финансовые проблемы и учитывая, что все, что происходит сегодня так, ну, скажем так, сегодня ленивый только не пинает Барселону, он сказал, что он готов тоже. Кстати, в Ахмат он приехал бесплатно. Он не получает там ни копейки. Он все деньги перечисляет в фонд Ахмат. Вот. И поэтому я хочу сказать, что он сказал, что в Барселоне, здесь его сердце, и он готов в любом качестве, если он нужен Барселоне, в любом качестве, хоть 20-й ассистент 3-го тренера, приехать работать. Причем бесплатно, учитывая вот эти все ситуации. Я не знаю, как сейчас может пригодиться я, потому что я больше не работаю в Барселоне. Но я уверен, что люди, которые находятся в клубе, знают о нем очень многое. Знают его характер, личные качества и помнят, каким он был футболистом, важным для Барсы. Я считаю, что клубы должны помогать своим бывшим игрокам набираться опыта. В каком качестве он мог бы работать, не знаю. Сейчас ведь он работает ассистентом. Он должен идти этим путем. Такой большой клуб, как Барса, мог бы открыть ему хорошие возможности, но я считаю, ему прежде всего нужен план. Классный проект, на который он бы согласился. Можно не зацикливаться на одной Барсе. В мире огромное количество клубов. Главное — работать с людьми, которым доверяешь, которые разделяют твою страсть, которые занимаются с тобой проектом и мыслят как ты. И чтобы я рос как тренер, ему должны доверять, давать ему зеленый свет для принятия решений, для воплощения своих идей, и потом анализировать результаты. По ним можно будет понять, все правильно он делает или нет. Надеюсь, что в один прекрасный день он все это осуществит в таком клубе, как Барса. I never had the easy life, easy stuff, you know. I prefer to, my work for me is everything. Because I don't see football only in Italy or in Belgium or in good place. I see football everywhere, you know what I mean? Or today I'm in Grozny. I never know, maybe after tomorrow I can be in Iran. But I'm not in Iran to be just politician. I'm there to just help the young lads, the kids who enjoy football, make them better and compete with tomorrow the great players around the world, you know. That's my idea and that's my view of the football, you know. Just the football can take me anywhere he wants. I will follow. Why? Because I love the games, you know what I mean? For me, make the player great. That's what I want. And maybe when they work with the great clubs, it's going to be fantastic. But now, I'm in Grozny. Kolo started this job earlier than you. Did he consult you in any way? What did he tell you about the job? No, I don't want advice of no one. I decided what do I do myself, you know what I mean? I'm not the, you know, me, I'm not the type of person who wants to just go to someone and ask advice or do this. No. For me, it's the most important, you do what you want when you believe on it and you decide to do. You know what I mean? It's not someone's going to grab your hand and put you in something. You know what I mean? You just have to love it, have the passion for it, and do it by yourself. That's what I'm doing. He once said that he was less talented than you, but more competitive. And with the kind of talent that you have, he would win the Ballon d'Or. Do you agree? No, but I win the 4-time Ballon d'Or Africa. He don't win one. And if that Samuel Eto'o didn't win the Ballon d'Or in Europe and on the world, Drogba didn't win that.
how I can win that. And me, I'm the same type of level, same type of level, but same type of Ballon d'Or winning in Africa, like with Eto'o. Eto'o win 4 times, me, I win 4 times as a player too. That's mean I'm not competitive. I'm competitive, of course. Я, когда мы с ним общались, очень уважительно говорит о вас. Коуч Андрей. Привет. Мы помним, как он, например, имел особые отношения, пусть он был игроком, с Пепом Гвардиолой. Вот скажите, что вы сделали, что он вас так уважает и даже, сказать, немножко боится, мне кажется? Боязнь не совсем, наверное, то качество, то чувство, которое я бы хотел, чтобы мои коллеги и мои футболисты испытывали. Я ничего не делал специально. Меня в детстве учили, надо быть, а не казаться. И поэтому я всегда естествен. И при первой встрече я всегда говорю и футболистам, и людям, с которыми работаю, что бы ни произошло в жизни, самое главное, чтобы мы пройдет месяц, или пройдет год, или пройдет 5 лет, мы расстанемся, но при встрече мы не отводили глаза. Поэтому чего-то специального я не делаю. Я в первой беседе сказал, что я очень хорошо знаю его карьеру, уважаю его как личность, потому что очень мало футболистов, которые достигли таких успехов и при этом остались самобытными. То, что вы говорите, что он капризный. Да нет, он просто человек, который имеет свое мнение и может это мнение высказать. Я могу пример Денисова привести. Мне нравятся такие люди. Я не люблю людей, которые соглашаются, поддакивают и молчат. Я сторонник того, что люди должны говорить, высказывать аргументы и доказывать свою состоятельность. И больше не словами, а делами. Футбольная жизнь, она же непредсказуемая. И через год, через 2 можете поехать в другую команду и так далее. Я могу представить, что теперь Яя Туре в штабе Андрея Талаева на некую перспективу, 2, 3, 5 лет. Я думаю, что здесь нужно немножко с выводами далеко идущим подождать. Вот то, что сейчас происходит, я сам проходил через это. Когда ты заканчиваешь играть, у тебя есть понимание игрока. И это понимание игрока немножко отличается от понимания тренера. Он сейчас учится как раз на лицензию. Я думаю, что он переведется учиться в Россию, пока он на Украине учится. Потому что это более удобно. И вот мне конкретно Лексаков и тренерская школа, высшая школа тренерского мастерства дала именно вот это структурирование. То есть, когда ты начинаешь не отдельно взятые вещи, а объединяешь для себя тот футбол, который ты хочешь, который ты видишь, уже в такую какую-то систему. Вот, на мой взгляд, пока у него идет именно становление, именно формирование вот этой системы футбола, которую он хочет увидеть. Насколько его идеальный футбол, который у него есть, и когда он сложится в систему, будет совместим с нашими идеями нашего тренерского штаба, от этого во многом зависит наше дальнейшее сотрудничество. I remember Didier Drogba stood on his knees and begged for the civil war in the Ivory Coast to stop after the team qualified for the World Cup. Do you remember him doing that? And what is now the situation in the Ivory Coast? The situation is good, but I was not there. I was at home just have some chips and fruit and watching the game. But of course, the situation in Ivory Coast was quite complicated. But when I heard the news, it was good, because after that, things start to slow down and stopping, and it's good, you know what I mean? That's why I said football is really, really important, Do you see yourself with the politics career in the future? No, never. With your high profile, with your popularity? No, I don't like it. I don't want it. I don't want it, to be honest, because I prefer to stay in the game, The game for me is that the way, because me, I'm a straight person, because, politics is like right and left. I prefer to stay in the games, because for me, the game is everything. From the start, since I was young until now, I'm still dreaming again, be on the top again. Now as the manager, in the future as a manager, but I want to take some knowledge about the great coach with the great mentality, great vision as well. It's not only going to Barcelona, Man City, or Man United, to just learn from this manager. They have easy stuff. I have 100 million players. The players have the quality of the world, national team, international player. But those players like Ahmad, you know what I mean, with low budget,
and the coach want to make them up. That's what I wanted. You know what I mean? Example manager like Andrea, like Klopp. You know, those guys work with the player with low quality, but he make them great players. You know, and that's what I want. You know. У вас был Туре, который стал суперзвездой футбола. Да. Барса, Сити, Лига чемпионов и так далее. Сейчас у вас игроки играют Алим Долгопрудный, Химки, Ахмат. Нет. Я еще раз, я закончу. Нет игроков сопоставимых даже близко с Туре. Даже близко не сопоставимых с Туре. Просто вы напоминаете мне рыбака, который забрасывает свои сети в африканские моря, вытаскивает большое количество рыбок, там 100, и надеется, что одна из них будет золотая. Как было с Туре. Да нет. Смотри, Нобель, учитывая, что ты, видишь, к сожалению, в своей жизни мало заработал денег, и я надеюсь, это у тебя все еще впереди, то я тебя научу, как это делается. Я предпочитаю 100 человек по 500 тысяч, ты посчитал? 500. Чем одного за 50 миллионов. То есть вам приятнее иметь дело со 100 игроками Алим Долгопрудный, чем с одним Туре? Я тебе скажу, это приносит больше дохода. Ну и больше расхода, по крайней мере, на телефонную связь. Нет, ты зря так думаешь. По 500 тысяч ты их распродаешь как семечки. А за 50 миллионов Хвичу Кварацхелию я хочу посмотреть, когда его кто никогда не купит. За 20 даже. Но я правильно понимаю, что вы сейчас зарабатываете больше, чем когда у вас был игрок Туре, как футболист? Конечно. Конечно. Сейчас вы зарабатываете больше. Конечно. Я лет 20 назад это уже прошел. Вот такие вот мысли. Мне казалось, что престижем, что в 18 лет отдать игрока в Челси или в Манчестер Сити – это топ. Так вот я тебе скажу, что это далеко не так. И смотри, включай уже в твоем возрасте, надо включать песню Франка Синатра «I do it my way». У меня есть мой путь. Он не такой, как у других, но он мой путь. И он настолько хорош, Нобель, что, оглядываясь назад, я сделал все правильно на своем пути. И у меня все настолько хорошо, что дай Бог тебе, чтобы у тебя было так, как у меня.